Так, вот есть у меня такая автомойка Elitech. Она когда холодная, нормально. Она так-то, в принципе, работает нормально, но все моет. Но когда она нагреется, она начинает скрипеть, у нее какой-то из нее скрип идет. Вот. Модель у нее 2500. Сейчас покажу, как вот она скрипит, и будем разбирать ее. Так, чтобы ее разобрать, мне надо будет открутить вот этот болт. Вот эти, тут вот все болты. Вот тут болт, снизу два болта. И вот эти болты. Соответственно, подножку снять. И вот тут вот эту снять. Держатель под пистолет снять. Провод размотать. И она располовинится. Бачок отцепить, снять. Все, сейчас откручу. И сначала там поменяю масло, так как вроде кто-то где-то я слышал, что рекомендуется менять масло раз в год в этом насосе. Вот сначала масло поменяем, потом будем искать причину, что у меня там скрипит. Так, сейчас вот откручу вот эти 4 болта. Вот она должна сняться. Сейчас откручу и посмотрим. Так, вот она, когда ее откручиваешь, она отпружинивает. Вот я открутил. Такое ощущение, как будто масло с водой. Или она просто так вот. И сейчас это все промою и масло поменяю. Вот она налита примерно. Сколько вот она налита. Ну столько же примерно и налью. Много у меня тут не пролилось. Масло надо поменять. Так, вот все промыл. Подшипник промыл. Очистительным дросселем заслонок. Можно или бензином, хоть чем можно промыть, я думаю. Все, теперь обратно подшипник на место. Эту шайбу тоже на место, чтобы она на месте тут была. Вот, никуда она не съезжала. Сейчас масло залью. Сколько было. И сейчас вот эту еще промой. И будем обратно ставить. Так, вот не знаю, правильно, неправильно, но вот масло я налил как раз вот тут бортик такой есть. Посадочное место как раз для вот для этой. И вот я как раз по нему налил, тут как раз вот эту всю шайбу скрыло. Вот. Все, сейчас обратно последовательность пока соберу. Так вот, который скрип у меня был, из-за чего я вообще все это разобрал. Оказалось, вот из-за этого вентилятора. Он охлаждение, он вот здесь пластиковый. И вот у меня вот один раз было так, что я его оставил включенным, и у меня почему-то она включилась, но не запустилась. И она у меня гудела, и от этого двигатель, видимо, сильно нагрелся, и вентилятор-то расплавился. И вот он даже туда просел полностью. Туда просел, и вот он, видно, здесь вот он задевал. Из-за этого у меня скрип был, когда вот она у меня работала. В подшипнике все нормальное. Так вот масло поменял я. Теперь вот надо что-то, самое главное, то что вот этот вентилятор отдельно не продается, он только продается весь в сборе с мотором и с насосом. Отдельно его в наличии нету. Искал по бушкам, тоже нигде ничего найти не мог. Сейчас вот надо что-то мне вот думать, как-то вот его надо садить вот до этого посадочного места. Видите, тут все расплавилось, и не знаю, блин, сколько его посадить-то. Сейчас вот буду что-то думать, здесь вот сейчас попробую на холодную сварку его. На холодную сварку его как-то сделать. Сейчас тут распаяю, рассверлю, переделаю. Ну сейчас как получится, так и сделаю. Потом покажу. Так вот взял холодную сварку двухкомпонентную. Сейчас вот ее смешаю. Нанесу вовнутрь, намажу. На вал намажу и посажу ее. Тут вот я дырочку примерно, верно, паяльником немножко ее сделал круглую. И не знаю, как будет, не будет держаться, не знаю. Сейчас вот холодной сваркой тут намажу и посажу ее. И только покажет время, будет это работать или нет. Или опять она сломается, отлетит. Так вот, намазал только на саму крыльчатку внутри. Вроде ставил, вроде тугенько, зазор.
как раз вот до этого паза. Все, сейчас тут как раз сейчас стопорное кольцо стоит. Сейчас стопорное кольцо поставлю и буду все собирать. Потом проверим. Ну все, я думаю, на этом видео все. Собираем в обратном порядке, все. Может, кому-то это пригодится. Всем пока.